Кричать, что нет, дорогая, тут совсем не такие цены, как все вещают в Ютубе, все блогеры рассказывают и показывают только какие-то дешевые места, дешевые кафешки, рестики, которые надо очень постараться, чтобы найти. Когда ты приезжаешь первый, второй месяц, ты этого всего не знаешь, ты тратишь кучу денег. Не говоря уже про жилье, что стало сейчас такой большой массовой проблемой, и люди реально не могут. Раньше можно было находить на Фейсбуке или в чатах русскоговорящих, то сейчас просто русские риэлторы взяли верх над всем. Они просто быстренько любое объявление, которое где-то появляется, они едут, договариваются с владельцами, с больницами и пересдают на порядок дороже, на этом зарабатывают. Понятно, все хотят кушать, все хотят зарабатывать, но как бы основной массе людей, которая хочет жить за приемлемые цены, стало все гораздо дороже и неприятнее. В общем, и Аленушка мне сказала: Танюша, ты должна это говорить, ты понимаешь, сколько ребят еще вот смотрят YouTube и едут, и собираются, и едут реально там с какими-то 1000, 2, 3 долларами и думают, что они там какой-то период времени смогут пережить, переждать и нормально себя чувствовать. И вот благодаря ей, дорогая, привет, и спасибо тебе большое, я аж покраснела. Благодаря тебе, Аленушка, я записываю это видео, и надеюсь, я делаю что-то полезное для людей, которые действительно не понимают, что и как тут сейчас на самом деле. И, кстати, ребята, да, я немножечко опухшая, но у нас еще утро, я только проснулась, милый мой поехал на тренировку, а я вместо того, чтобы делать себе маникюр, посмотрите, как я тут хожу. Ну, нормально. Мне на самом деле здесь очень комфортно и классно. Вообще ничего не парит. В Москве совсем по-другому люди живут и на все обращают внимание. Здесь в этом плане такой какой-то кайф. Ты расслабляешься и забиваешь абсолютно на все. В общем, сейчас попытаюсь все подробненько рассказать, показать. Ну, по крайней мере, о том районе, в котором живем мы сейчас. Это район Семеняк. И чтобы вы понимали, я пришла записывать видео. Это у нас в Кесте на 2-м этаже. Такой он даже не 2-й, может быть 3-й. Заброшенный этаж, душная комнатка. Но чтобы меня было слышно, я сидела, вам тут это все наговаривала. И если вас интересует что-то из бюджетного, то выглядит это все вот так. Это гест. Тут есть басик, но кругом как бы бардак и все некрасиво. Естественно, здесь никто не купается. Но есть вид на крыше, что тоже, в принципе, красиво. И в этом есть свой кайф. Ну, чилить тут особо не почилишь. Вот, собственно, и покажу вам наше жилье. У дороги очень удобное расположение. Но вот такая вот маленькая комнатка. И теперь, внимание, цена. 371 тысяча. И это $25 в сутки. Я обязательно переведу и напишу вам на экране, сколько это в гривнах и в рублях. И это, чтобы вы понимали, считается очень дешевенький гест. Причем его на месяц еще и не снимешь. Это нужно так только посуточно снимать, потому что такие дешевые, в принципе, молодежь урывает сразу. Ну а так цены в этом районе, если это что-то приличное и 1-я или 2-я линия, то от 1 миллиона в сутки, минимум от 1 миллиона. Тоже вам через переводчик потом переведу и напишу. А если это вилла, которую можно, в принципе, найти теперь только в этих наших русскоязычных чатах и только через наших риэлторов, то это будет стоить от 2-500 тысяч долларов, не меньше. Это уже с их комиссиями и накрутками. И да, комиссия за 1-й месяц просто обязательно. Вот они берут минимум 30, а то и 50%. Практически все. Если уж хорошо поискать, то можно найти, кто там возьмет 10%. Ну, по ценам на жилье я вас тут, в принципе, сориентировала. А теперь внимание на картинку. Мы этот райончик объездили, обколесили уже со всех сторон. И, если честно, показать вам что-то супер-мега красивое я не могу.
Тут помимо кафешек, которые тоже стоят недешево, реально смотреть нечего. Ну и самое печальное во всей моей этой истории, что за эти бешеные деньги мы получаем Тапки, вот если такую вот вдруг нужны. картину на пляже. Пляж, я считаю, это самое ценное, зачем мы все едем на Бали. И посмотрите, что тут творится. Ну и, собственно говоря, пляж. Платные лежаки, естественно. Грязь и мрак. Фу-фу-фу. После Джимбарана, наверное, самый ужасный пляж, который я видела. К сожалению, какая-то бытовая вода вытекает прям в океан. Жесть. К сожалению, люди насмотрятся, начитаются, что Семеньяк очень крутой район. И приезжают в эту грязь, платят немаленькие деньги, снимают жилье. И вот, как вы видите, русские играют на этом пляже с ребенком. Я так полагаю, так как у них уже тут все оплачено. И вот в этой грязи Бали. Люди приехали на Бали. Что из хорошего на Семеньяке? Есть тротуары, и можно реально ходить пешком. Мы сейчас ищем такую красоту. Этого тут полно. Ребятки, в общем, попыталась вам показать другую сторону этой всей красивой картинки. Ну, по крайней мере, честно. Надеюсь, эта информация будет кому-то полезной. И при выборе района для жизни на Бали это кому-то действительно пригодится. Ну и всем огромное спасибо, кто меня смотрел и слушал. С вас лайки и комменты. Мне будет очень приятно. Я правда очень старалась сделать доброе дело.